Протест по поводу визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Севастополь высказал МИД Украины. Евроукры так расстроились из-за празднования Дня ВМФ в Севастополе, что обозвали Черноморский флот оккупационным. Весело наблюдать за фантомными болями, которые испытывает берег Сведомой Кости по поводу фактической потери статуса морской державы. Укрофлот пребывает в жалком состоянии, и это состояние особенно сильно оттеняет благополучное обновление, которое проходит на нашем Черноморском флоте. Стоит ли удивляться, что сведомый МИД чтится хрюкнуть хоть что-нибудь, дабы напомнить евроукрам, что они когда-то владели и Севастополем, и Крымом. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым. Об этом говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства. Основная претензия украинской стороны в том, что визит Медведева на территории, которые Киев считает временно оккупированными Россией, не был согласован с властями Украины. Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель визита – участие в параде оккупационного флота России, говорится в заявлении. Да-да, так и написали – оккупационного флота. Жаль, нельзя задать вопрос лично уроженцу Курска Павлику Климкину. Пусть бы этот ренегат, наевший на посту главы МИД Европы морду поперек себя шире, объяснил бы нам, что же именно оккупирует Черноморский флот. Может, гавани, политые кровью русских моряков под командованием адмирала Нахимова? Или те берега, которые клятые москали отвоевали у работорговцев, постоянно угонявших на продажу население земель, где ныне пока еще расположена Украина? В общем, ничего Климкин, конечно, объяснить не смог. Начал бы хрюкать какую-нибудь чушь из сборника одобренных галичанами сведомитских мифов. Или, что еще хуже, из произведений цеевропейской поп-культуры, которая выглядит примерно вот так. Час, коли з попелу імперії постане нова молода держава. Коли небезпечні технології, містичні культи та шпигунські інтриги захоплять Європу, а підступні вороги зажадають крові, нові герої стануть на заваді силам темряви. Смешно? А ведь они примерно по таким комиксам себе историю Европы и представляют. А нас ненавидят, в том числе за то, что России нет нужды срочно придумывать себе на коленке великую историю. Потому что эта история, в отличие от Рагулии, у нас реально есть. И парад в честь Дня военно-морского флота в Севастополе – логичное этой истории продолжение. Нам есть что праздновать. И есть что ответить на хрюканье сведомых и примкнувших к ним ренегатов вроде Климкина. Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с РТ протест Украинского министерства иностранных дел из-за поездки главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым. К сожалению, на Украине идут по пути конфронтации с Россией. Мы думали, что новый президент подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским. Полуостров стал частью России в соответствии с нормами международного права и на основе волеизъявления граждан. Тем не менее, Киев продолжает конфронтационную линию и делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают, заявил депутат. Конфронтация с Россией – это и есть та цель, ради которой вообще был затеян проект Украина. Так что в реакции официального Куева, конечно же, нет ничего удивительного. Это Киев был матерью городов русских, а оккупированный сведомитами Куев, у которого даже историческое имя отобрали, не может отреагировать на поездку Медведева в Севастополь как-то по-другому. Но реакция эта с каждым годом выглядит все более нелепой и вызывает только улыбки. В этом с депутатом Госдумы трудно не согласиться. Ни один не затронутый болезнью Альцгеймера западный политик не допускает и мысли, что Россия теперь уйдет из Севастополя и Крыма. И в конце концов, когда русофобы сойдут кто в политическую, а кто в натуральную могилу, следующее поколение западных политиков вынуждено будет примириться с реальностью.
и официально признает российский статус города русской славы и всего Крымского полуострова. Нам спешить некуда. Мы, в отличие от некоторых стран-однодневок, давно здесь сидим. И какие-то 20 или 30 лет для тысячелетней истории нашей страны срок незначительный. Главное, чтобы далее, как и ранее, у России оставались в силе ее традиционные союзники, собственная армия и флот. А на это мы в меру сил способны оказывать влияние. В частности, празднуя День военно-морского флота, вопреки мнению сведомых имбецилов. Всех, кто смотрит наши видео, с прошедшим Днем военно-морского флота. И пусть хоть весь так называемый западный мир скрипит зубами в унисон Евроукром.